котелок, кружка, ложка. Это моя каска для защиты головы от любых повреждений. Ну, у нас на реконструкции не стреляют, ничего, но всякое может случиться, камень, что, отлететь, зацепить. Все, вот. Плотно сидит, не слетает, не прыгает. Помню, очень давнюю реконструкцию была зимой, когда папа меня укутал во все армейское, маск-халат белый. Причем мне было, по-моему, 10 лет тогда только. Вот это самая давняя реконструкция, то, что я помню. Иногда из-за плохой учебы я пропускаю. Папа требует, чтобы еще и учился, то есть не только увлечение. Ну, застегни, я просто здесь не вижу, где там. Когда вот мы переодеваемся в армейскую форму, все очень строго. Он получил звание ефрейтора, и с тех пор он мой командир, можно сказать. То есть подчиняюсь ему. Неважно, будешь ты кого-то видеть или нет, стреляешь вверх. Даже если ты никого не видишь, ты создаешь эффект боя. Зрителям-то не видно, что ты их не видишь. Понятно? У меня два сына, Алексей и Сергей. Тематику именно военную больше любит Алексей. У него и игры компьютерные на эту тему, и литературой интересуется. Я стал понимать, что ему может еще быть интересно самодействие. Таких, конечно, солдат маленьких не было. Все делалось эксклюзивно, под конкретного бойца, как говорится, под сына полка. Можно было стрелять боевые патроны. Где они тут? Папа мне показал, как разбирается винтовка Мосина. Я считаю, что это самый простой механизм. Песок, все засорения, чистится, чтобы во время боя не было сбоев. Все, винтовка почищена. Готова к использованию. Привет. 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 Слушай, белых яиц не было. Белых не было, да? А ты просила 3 килограмма яблок или 3 штуки? 3 штуки. А я 3 килограмма взял. Ой, Леша, зачем они мне нужны столько? Тяжело ей ходить в магазин, тем более большие сумки тягать с продуктами. Она сразу запасается надолго. Тогда Ну, помогает не только я, помогают и другие внуки, и внучка. хлебушка мы положим сюда. Самый главный праздник для бабушки, я думаю, что День Победы. Да. Все остальные меркнут. Ну, может быть, только день рождения. Ей пришлось остаться на оккупированной территории. По-русскому. Там она в партизанском отряде состояла, была связной Без и военного больше ничего. добывала продукты и лекарства. Видишь, моя подруга в юбке, а я в белом платье. До войны мне крестная подарила, и я его всюду носила. Немец был здесь, только видно его ноги. Чего он встал, я даже не заметила в то время. Один фотографировал, а другой вот около меня, за мной. Видите, стоит, заштрихованный чернилами. Одни сапоги остались. Да, одни сапоги остались. У них, видимо, был фотоаппарат у немецких солдат, и они сфотографировали тех людей, которые собрались. И там была бабушка. То немецкого солдата замазала, потому что если бы кто-то увидел после освобождения, наверное, были бы неприятности. И говорит, если бы я знала, что ты так будешь увлекаться немцами, я бы его не замазывал. А спрятал где-нибудь. Ну, кто же знал. Yes. Ну, даже если вот смотреть «Звездные войны», когда смотрел, когда еще был маленький, мне всегда были интересны, кто же эти в белых скафандрах бегают, клоны. Насколько я знаю, Джордж Лукас, он с немцев все это и брал, с этой организацией. Даже когда они стоят там на парадах, когда приезжает их главнокомандующий, все это вот с немецких парадов и снято. И вот тогда уже тоже интерес именно к врагам был. Как они организованы, как ходят. Ну, скажу, что чем больше увлекаюсь вермахтом, тем больше начинаю ценить Красную Армию. Любовь, она всегда есть, конечно, у Красной Армии, это моя армия. Другая армия, она бы не смогла справиться с той армией, которая напала на нас. Такие бои идут, так все, такое все горит, снаряды летят кругом, непонятное что. И вот только мы подбегаем к железной дороге, так сразу тут же рельсы летят кверху. И никак мы не можем перебежать через эту дорогу, чтобы побежать туда к маме в лес, вот в ту деревню. Пришли, а тут уже немцы. Вот так. А у меня бабушка довольно
объективно описывала немцев, без всяких фобий. Она вживую их видела, общалась с ними. Если надо какую-то консультацию по немцам, то я всегда к ним обращаюсь. Лошади мне снились еще с самого детства. Я не знала, что я когда-нибудь буду верхом. Так здорово, когда ты находишь общий язык с лошадью, когда ты ее чувствуешь, она тебя чувствует. Что, понравилось тебе яблоко, да? Вкусное? Хорошая лошадь. Война – это удел мужчин. То, что женщины были на войне, это, скорее всего, это какая-то безысходность. Это желание отомстить за погибшего мужа, брата, отца. Ну, мужчины не любят женщин в реконструкции, это мы уже так смело себя там внедряем. Прежде всего, конечно, меня интересует форма. Есть кое-какие такие технологические моменты, которые переносятся из одной эпохи даже в другую, из другой в третью. Почему от чего-то отказывались? Вроде бы это красиво, это здорово, а потом, когда сама одеваешь эту форму, понимаешь, почему они от этого отказались? Значит, это было неудобно. В атаку марш! Атака заканчивается, чтобы лошадь не понесла вас дальше. Повод оттягивайте максимально на себя и отбрасывайте туловище назад. Это очень важно – тренироваться с теми людьми, с которыми ты потом будешь участвовать на мероприятии. Это точно так же, как с кем ты можешь пойти в разведку, а с кем и нет. У меня вечная проблема, я не могу решить, как мне больше нравится, в платье или в военной форме. Мы с братом так получилось, что мы всегда с детства росли рядом с историей. Папа очень любит историю. Наши родственники командовали 4-м кавалерийским корпусом царской армии. Наши предки служили в 4-м Уланском полку польской армии. Наши служили в 4-м кавалерийском полку советской армии. Сейчас все началось с себя, а потом уже вот и дети. У меня дикая такая любовь к красивым лошадям. А красивые лошади, как всегда, они с характером. А дабы совладать с лошадью с характером, нужно много навыка. Я все время смотрю, о, красивая лошадь, высокая, такая статная, стройная. Я на нее сяду, ну и в итоге у меня начинаются проблемы с лошадью. Я рассказываю, что я сажусь на коня, это как? Так, людям это не понять, это зависит от характера и от желания. Если у меня была мечта сесть на коня и научиться ездить, мне это получается, я к этому стремлюсь. Алла мне помогает всегда, абсолютно всем. Не растеряться где-то, не стесняться, будет в курс, знакомить с другими реконструкторами. Направо! Вот! Шагом! Марш! Первый раз не страшно, потому что ты не знаешь, что это такое. А дальше, дальше уже как-то, наверное, как и на войне. Наверное, привыкаешь. Самое, что страшно было на первой реконструкции, это что где-то я лягу не так, что где-то не упаду вовремя. Алла, как опытный боец, она меня не бросила. Я бы одна там растерялась, я бы не знала, что делать. Все в порядке? Слева. Она разбирается во всем, она знает все тонкости. Помочь? Давай. У меня заклинила винтовка, она мне помогала ее перезаряжать. Вы думаете, что когда я первый раз взяла в руки оружие, я тут прям такой мастер, и у меня сразу все получилось? Нет, конечно. Все это приходит с годами, мозоли на руках. Салфетки, бинты, естественно, ножницы, вот такие аутентичные для того, чтобы разрезать, пластырь, нож хирургический, это настоящая вещь. Это не кусты резать, это резать кости.
Там вот пацан действительно под взрыв попал, он пошел. Наташа, держи. А где он? Заходите людям. Ничего не слышу. Я вижу, что шок. Руку, девчонки, облейте руку. В ушах звенит, взорвалась прямо подо мной, не заметила. Йод, бинты, зеленка, все это обязательно нужно. Перед поездкой я иду в аптеку и опять все это пополняю. Ура, меня девчонки За 10 лет в реконструкции ни одного мероприятия не прошло, чтобы мне не пригодилась моя санитарная сумка. Очень много способов, каким образом можно было с поля вынести раненого. При помощи плащ-палатки, если ты один, если вас двое. Как можно задействовать бойца. Ведь нужно было выносить не просто бойца, нужно было захватывать его еще оружие. Не снимать сутками сапоги. Представляете, для женщины, что это такое? Когда это грязь, когда это холодно, это дождь. Хроническое недосыпание, усталость. А пока ты вот в это не окунешься, ты же этого не понимаешь. Все кажется, так смотришь по телевизору, все просто. А когда вот пару дней не помоешься или в ледяной воде утром проснешься, выходишь к этим умывальникам, а там лед. Меня зовут Константин, я наводчик штурмового противотанкового орудия штук 3. Мои коллеги — это 2 брата. Один из них командир машины Александр, и второй Сергей, он заряжающий. Оригинальный штурмгешутц, оригинальная самоходка. И она была очень сильно разрушена. Трудно сказать чем, каким-то внутренним взрывом. Не хватало многих деталей. То, что было восстановлено из корпуса, скажем так, оно полностью аутентично. Когда его нашли, когда его вытирали, то именно вот такой цвет был. Вся немецкая техника с 43-го года красилась вот в такой вот песочный цвет. Цвет африкорпуса его еще называют. Это как бы базовый цвет, потому что с 43-го года пошел камуфляж. Мы знаем какие-то ключевые моменты, какие-то ключевые точки в сценарии, кто что делает, а в остальное все идет импровизация. Ребята все уже опытные. Пошли взрывы, у нас тревога, все заметусились, занимаем круговую оборону и ждем наступления русских. Прямо! Стоп! Выстрел! Глаза закрыли! Класс! Вперед, 15! Для меня это было вообще даже откровением, что людям настолько нравится то, что мы делаем. Какое-то прикосновение к истории, это, может, громкие слова, но так оно и есть. Люди подходят, люди спрашивают, а что вот это за форма, а что вот здесь было. Вика, давай, скорей! Немецкая форма, она более насыщена вот такой инженерными вещами какими-то, более удобно. Как бы с этого интереса все и началось. Пошел в немцы, думал, вот немцев соберу, пойду в русские, но немцев собирать. Реконструкция такая штука, что можно начать собираться, а не закончишь никогда, потому что столько всего. В реконструкции люди, они, конечно, разные, каждый по-своему приходит. У нас многие ребята имеют 2 комплекта формы, кто-то вермахт, кто-то РКК, Красную армию. Форма по РКК, здесь немцы, итальянская форма, форма царской армии, гимнастерка 35-го образца 35-го года. Отличается накладными карманами, отложной воротничок и петлицы со знаками различия. И гимнастерка 43-го года. Знаки различия уже это появились погоны. Вот. Если здесь у сержантов были треугольнички, то здесь полоски, и они у меня коричневые, это что соответствует санитару. И вот кант здесь это уже медицинский. Вот эту свою гимнастерку я пошила из родной ткани. Это были складские мешки для хлеба. Они были сложены, новые, неиспользованные. Когда мы начинали реконструкторское движение, купить правильную гимнастерочную ткань было очень проблематично. Да ее сейчас купить невозможно. Колесо отвалилось?
Как ты будешь его клеить? А? Как условно. Так, чтобы крутилось. Ну, даже штучку искать. Или каплю клея, чтобы он застыло красиво. Ну, капли клея не получится. Может расплавить немножко. Я ему предлагал из Суворовское, может быть, в военное училище. Все зависит от него. Он, в принципе, и не против, наверное. Ну, пока в раздумьях. У меня в соцсетях выложены даже фотографии с патой, как я в армейской форме. Я многим рассказываю, что я участвую в реконструкциях, что это действительно интересно. Подшучивают. Солдатик. Там типа пытается девчонкам понравиться, типа, с оружием. Это радиостанция РБН. Не стоит задача заставить ее работать. Стоит задача сохранить для истории. Полностью разобрать, почистить, загрунтовать, покрасить, найти комплектующие и собрать. Мы все-таки чтим память тех, кто воевал. Хотим сохранить все-таки форму, образ солдата, солдата-победителя. Возможно, да, точно так же сидели, готовились, шутили, хрустели сухарями. Ну все. Во время боя ты полностью вливаешься в него. Даже иногда на миг забываешь, что ты в реальной жизни, кажется, что ты действительно на войне. Иногда испытываешь страх, когда вот видишь тот же танк. Не, ну волнение, конечно, испытывается, чтобы там не подвести, там, не переиграть. Леха, помоги. Ты понимаешь, что сознанием, что пули не летят. А время войны, когда ты не защищен, когда все свистит над головой, то есть действительно страшно. Что ты начинаешь понимать, что такое на самом деле была война. Я читал много книг, брал у папы книги, про войну читал. Я знаю не все, конечно, но думаю, на некоторые вопросы я, в принципе, смогу ответить. Действовал как положено, соблюдая технику безопасности. Первый драпанул. Не, было организовано отступление, он как бы соблюдал, держался порядка, помогал батьке раненому условно. О, выпустили. Пушу еще там. Нет, куда? Сначала вот. Прям налетают, дерутся за эти гильзы. Ну, это так, прямо бальзам на душу. Вот, еще не перевелись. Еще кому-то это интересно. Дима, пистолет! Мне кажется, это все для детей. Чтобы еще с детства привить какую-то причастность к этому подвигу народа. Не зря же говорят, что это наша победа. Хоть мы не участвовали в войне, в боевых действиях, но ведь участвовали наши деды и прадеды. Они же воевали тоже за детей. Сколько было подвигов, сколько было людей, которые участвовали в войне. Это же можно про каждого говорить. Про прадедушку я знаю, что он был телефонистом. Он во время боя восстановил 20 порывов телефонной сети, и в итоге связь со штабом была беспрерывной. За это ему дали награду. Он получил ранение и уже победу встречал в госпитале. Она приезжает только на лето. И зимой, даже поздней осенью, тут проблематично находиться. Домик летний. А дети здесь любили страшно играться. Раритетное оружие с нашего детства. Я и моего брата двоюродного. В войну играли, лазили, прятались туда. Одной модели, главное. А где твой тут, я посмотрела, они не подписаны. Где Ванина, где твоя? У него вон, металлика, панк. В школе задавали какие-то предметы на литературе. Всегда в первую очередь прочитывали со мной рассказы. Еще до того, как задавались даже, именно про войну. Я, сколько себя помню, все время это было интересно. Даже тайком смотрел военные фильмы, когда
Родители говорили уже идти спать, а я смотрел через щелочку. После того, как бой закончится, все, мы победили, можете там обыскивать немцев, собирать пленных. Я командир клуба, ну, руководитель и командир. Андрей, мой заместитель. Мы друзья уже больше 10 лет. О, вот и Андрей. Проходи. На собраниях именно обсуждается предстоящее мероприятие, что мы делаем, как мы будем делать. Ну, то же самое, как в прошлом году. То есть соответствие формы одежды, соответственно, надлежащий вид. В общем, по 2 штуки. Тёма, это не прогоревшая, да? Я другую возьму прогоревшую. Ну, возьми. Начинаешь с ними работать, оно все, видишь... Это подозрительная сталь. Ну, сталь же, понимаешь, сталь. Я себе забрал. Ты мне еще пилотку сразу дай. Сразу, хорошо, Да. сейчас сразу дам. Отлично. Вполне возможно, что в Бресте нам понадобится делать интерактивную площадку с пулеметом. Белый ремешок или пояс, он будет сюда. Я думаю, что будет сюда смотреться очень неплохо. Когда можно взять белую сумку и, наверное, вот такие кружевные перчатки. В общем, я думаю, что они к этому платью так вполне подойдут. Хочется каждый год что-то пошить новое. Хочется людям показать, что же могло быть в то время, как оно могло быть. И в этом платье я буду красоваться. Вот, я посмотрю, у кого костюм подходит к моему платью. 1 кубик как раз обозначает звание младшего лейтенанта. Звание дублируется шевронами на рукавах. Снаряжение образца 1935 года, командирское. Массово-габаритный макет пистолета ТТ 1936 года выпуска. Это мой образ на реконструкции в Бресте. На самом деле в Брест приезжают все те, кто хотя бы 1 раз там уже был. Причем, если первый раз это приезжают реконструкторы-мужчины, чаще всего, то в дальнейшем, если есть возможность, они привозят своих жен. Потому что мероприятия в Бресте подразумевают участие именно гражданских лиц. Кругом. В моя обязанность входила проводить строевой смотр для всех участников со стороны Красной Армии. 2 пальца правее и легким наклоном вправо. Вы туда подходите? Крючок. Оторвался. Пуговицы. Выше. Ну, буквально под треугольником 2 пальца. Когда я еще был очень маленьким, был в Брестской крепости. Вот сейчас вот пришлось освежить воспоминания. Но первое впечатление было от комендатуры. Оформление пропуска. Нам же выдавались каждому солдатские книжки красноармейцам и зольдбух немецким солдатам, в которых клеилась фотография и личные данные. Сейчас, наверное, развернемся. Каждый уважающий себя реконструктор, он должен побывать в Брестской крепости. И желательно 22 июня. Потому что после вот этого дня очень многое меняется. И в сознании, и вообще в отношении к этому движению. Аллочка, любимая моя девушка. Момент. Спасибо. Так, пойдем регистрироваться теперь. Объявляется всеобщее построение! Больше 500 человек было однозначно. Это только военных. Реконструкторов немецкой стороны и советской стороны, а еще порядка 70-80 гражданских лиц.
Когда на улице жарко, там прохладно. Если на улице холодно, то там ставится, можно поставить печечку и будет тепло. Не, ну, конечно, дома лучше спится, там все удобства. Ну, тут тоже, в принципе, неплохо. Я устаю за день, засыпаю, и до утра меня никто не может разбудить. Мягко, тепло, удобно. В принципе, как-то так. Фашисты проклятые. Ну, кружочек здесь, брат. Он... А? Сейчас, подожди, сейчас разберемся, внесем, как жизнь его решается. Давайте его оставим живой. Я же говорю. Это Мартин, а это Нильс. Ну вот, например, Антон Альфред, Никита Нильс. Многие так и делают. Из этого и исходят при выборе своего имени немецкого, псевдонима. Ну, я в этом плане исключение, совершенно у меня другое имя, которое не походит на мое. Я Эрвин. Ну, это наша, конечно, мечта, чтобы выучить несколько предложений и отработать их так, чтобы немцы понимали. И так приходится, конечно, большей части отмалчиваться. Когда вот подходят, особенно дети, и когда ты начинаешь с ними разговаривать по-русски, они разочаровываются. Что это за немец такой? Это кружка настоящая, да. Она вешалась в купе с флягой идет. Я сейчас могу, вот. Ой. Сверху ремень. И так они носили. Вот, кстати, в комплект каждого бойца вермахта входила маргаринница, куда помещался 3-дневный запас для бойца. Кстати, он его намазывал с утра именно на галеты. На галеты, на хлеб. Если бы хлеб был, да. И с кофе. Такой был завтрак бойца вермахта. Я был в вооруженных силах, и не было такой возможности вот все это вот пожить в полевых условиях. Потому что у нас было все в отряде. Мы уже привыкли к казармам, к этому, к надраенному полу, к кроватям, к матрасам, по струнке все. И вся служба сводилась к этому. Никаких полевых выходов, никаких окопных работ, там, сооружений землянок. И мне этого не хватало. Документы проверим. Проходите, пропустим. Здесь пропустим. Где твоя личная подпись? Там она должна быть. Там написано. Так он не учился, он только крестиком расписывается. То же самое. Мы же это с приходской. Церковно-приходская. Не, они ж устраивают. Нет документ. Он from Austria. Австрия. Он начальник знает. На него можно не удивляться, я при нем переводчик. Гад-переводчик. Ну, я вас приведу до комендатуры. Я не знаю вас, поэтому убежусь. У нас двое. Спасибо большое. Левый! Левый! Томас. Not like a bicycle. Links, left. Links, left. Links. Для меня это достаточно тяжело, потому что я никогда не служил. Я первый раз в армии Советского Союза. Мне несложно, потому что я служил в австрийской армии и делал то же самое. Я к этому привык. Я сотрудник НКВД, политкомиссар, и мы защищаем наши казематы. Армии нужны строгие командиры, иначе все будут делать, что захотят. В армии это недопустимо. Шагом! Марш! Мы немного понимаем по-русски, но не говорим на нем. Марш! Кругом! Налево! Раз, два, три. Люди здесь замечательные, они стараются нам помочь, пытаются общаться. Да солнышко донес, хоп, остановил. Чик и пошла назад. Вот. Все?
На месте, да. Подаешь корпус вперед, вот так, чуть-чуть, вот так, шагом, хоп, шагом, марш, марш. Красная армия освободила нашу страну от фашизма и нацистов. Мы очень благодарны за это, и поэтому мы сегодня здесь. На месте. А давай еще. А давай. Гулять так гулять, да? Да. Каша, думаю, ничем не изменилась. Тушенка, возможно, по вкусу она и отличается, но как ее делали 70 лет назад, так ее делают и сейчас. По крайней мере, излишеств каких-то там в виде картошки пюре и жареной рыбы, котлет, этого не было. Обычная солдатская каша с тушенкой и обычный напиток чай. Нам еще бонусы и комендантский взвод, мы вне очереди получаем еду, так что нам вывели отдельную плату, чтобы мы все время были вместе, и по смене караула не будет лишним. Мы следим за порядком в лагере, это может быть непорядочный внешний вид, грязная форма. Патруль, за мной, направо, вот, шагом, марш. Задержали военнослужащего, он был не по форме, как выяснилось, случайным образом. Человек просто был под впечатлением. Во время прогулки по крепости ребята где-то, судя по всему, в местах, размытых недавними дождями, нашли кости, судя по сопровождающим предметам, кости бойца Красной Армии. Вы нашли бойца, можете мне провести? Солдатик. Далековато. Ну, могу оценить обстановку и, соответственно, как бы поднять бойца. Хорошо, прямо сейчас? Да, можно сейчас? Да, мы только оттуда. Да. 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 Ребята ходили здесь по берегу реки. Через северные ворота. И нашли. Через 300 поворот направо. Сейчас вот разработали, вот там фрагменты останков. Проведу здесь эксгумацию останков. Приедет группа, которая будет дальше защищать эту местность. То есть вполне возможно, что будут еще останки. Вот. Ну вот можете посмотреть. За последний год в крепости во время поисковых работ было найдено достаточно большое количество бойцов и мирных жителей. В принципе, нахождение останков, да еще вот так вот, просто, как говорится, на пустом месте, в крепости, думаю, что сейчас уже большая редкость. Она порохом покрывается. Офицерам Красной Армии положено одна жена. Офицерам НКВД 2. В Бресте 21 июня, практически в течение всего дня, происходит реконструкция последнего мирного дня. Город еще живет своей жизнью мирной. Ходят в увольнительных солдаты, офицеры, милиция, мирные граждане. Мы для этого даже взяли с собой комплект формы Красной Армии, чтобы тоже походить, окунуться в эту атмосферу. Потом даже были танцы. Это ни в коем случае не праздник, как считают многие. Это просто попытка показать, что те люди, которые на следующее утро в большинстве своем погибли или вступили в бой, в том числе попадали в плен, были такими же простыми людьми, как и мы сейчас. Со своими радостями, со своими горестями, какими-то простыми развлечениями.
Вот видите, какие мы красивые, мы счастливые, мы хотим жить, все замечательно, все хорошо, у нас такие красивые платья, мужчины наши такие счастливые, довольные, офицеры. И вот этот контраст, вот сейчас все хорошо, а через несколько часов все. Каждое мероприятие в Бресте проходит именно рано утром 22 июня. Ведь это же происходит как раз на этом месте, где все это и было. И там сохранились эти кирпичи, это поле. Историчность это, трагичность этого места, она задает в реконструкции особый тон. 3. Хорошо пойдет. Грамотно. Попрощаетесь с женой. Бай-бай. Бай-бай, да. Да. И вернетесь быстрым шагом в свое подразделение. Back quick. Да. Да. Линия горизонта, там пару деревьев, кусты, и из этого тумана выходят немцы. Все, кто видел, даже мы, реконструкторы, которые уже видели много, все, холод по телу побежал, и стало так страшно. Самые большие эмоции – это когда из казематов выходят мирные жители. Под белым флагом они выходят сдаваться. Взрывы, стрельба, тебя гонят, ты падаешь, и тебе не хочется вставать. Мы шли в этом живом щите, я понимаю, что реальные люди могли так же идти и точно так же не хотеть вставать, как и не хотели вставать мы. Кто-то приходит первый раз, кто-то приходит уже 5-й год. Равнодушных не остается вообще. Если мы что-то смогли всколыхнуть в людях, то все, что мы делаем, это не зря. Значит, это кому-то нужно.